Приветствую вас на канале «Творчество на спицах». Меня зовут Людмила Прижевская. Сегодня видео не только для любителей вязаных жилетов и безрукавок, но и для тех, кому интересны нестандартные конструкции в создании вязаных моделей. Будет любопытно мое видео. Мне часто хочется отойти от привычных, известных до малейших деталей, фасонов и связать что-нибудь эдакое, над чем порой приходится даже поломать голову. Сегодня речь пойдет о двух жилетах. Связаны они по одному принципу, но настолько разные по своей расцветке, что даже не знаю, стоит ли их показывать в общем кадре. Не перегружена ли картинка? В этом видео я расскажу о том, как в принципе связать такую модель. Потому что, как видите, повторить такое точь-в-точь нереально. Каждая вещь получается индивидуальной. Хотя так можно сказать о любой ручной работе. Чтобы вам приблизительно ориентироваться в параметрах вязания, свой рассказ я буду вести о первом связанном жилете в зеленом цвете. Для вязания такой модели можно использовать абсолютно любую пряжу. И по составу, и по фактуре, в разных оттенках. Все зависит от вашего предпочтения и фантазии. Конечно, можно извязать сюда все свои остатки. Придумайте любое сочетание из простых узоров, полос с лицевыми, изнаночными петлями, путанки, резинки, небольших жаккардовых фрагментов и даже элементы с косами и шишечками, как на втором жилете. Давайте посмотрим. Здесь я даже использовала пряжу с пайетками. Получился очень девчачий жилетик. Желательно, чтобы толщина пряжи была в одном диапазоне. Для зеленого жилета, а также и в сером жилете, я за основу взяла довольно тоненькую пряжу Drops Nord. Ее в основном используют как носочную пряжу. Состав у нее очень классный. 45% альпака, 25% шерсть и 30% полиамид. 170 метров на 50 грамм. Но применяла также и более толстую пряжу. Шерсть, полушерсть с метражом 250-300 метров на 100 грамм. Вязала на спицах 3,5. В итоге плотность вязания у меня получилась 20 петель и 28 рядов в квадрате 10 на 10. Начинается вязание с круглой кокетки сверху в привычном всем формате. Можно начать с планки резинкой, двойной резинкой в подгиб, как угодно. Но я обработку горловины решила сделать в конце процесса. Сначала хотела убедиться, что изделие все-таки получится. Набрала обычным способом 115 петель и вязала круглую кокетку, также сочетая полосы по цветам и узорам по своему воображению. Всего провязано 36 рядов. По высоте моя кокетка 10 сантиметров. 10-11 сантиметров вместе с обработкой. Делала 3 яруса с прибавками. В каждом ярусе прибавляла по 23 петли. Первый ярус в 9 ряду, прибавка после каждых 5 петель.
Второй ярус в 18 ряду, прибавка после каждых 6 петель. И третий ярус с прибавками в 27 ряду, прибавляла после каждых 7 петель. На спицах в конце кокетки у меня было 184 петли, и последняя полоса сделала с жаккардом, с раппортом 4 петли, провязано 46 фрагментов. Первый этап закончен. Желательно или даже обязательно постирать или хотя бы отпарить кокетку, чтобы поточнее измерить свои плотность вязания и размеры кокетки, которые нужны для следующего этапа работы. Размер кокетки советую делать в пределах размеров своих плеч, поэтому лучше связать чуть меньше, и, примерив после ВТО, можно довязать 1-2 ряда. Последний ряд я связала ярким зеленым цветом, и в конце работы сверху проложила тамбурный шов, чтобы скрыть небольшие огрехи, которые получились после того, как кокетку ввязывала в прямое полотно. А это второй этап и самый ответственный. Что я еще хочу сказать? Обычно круглые кокетки должны ровно раскладываться в круг. Но если у вас покатые плечи, то допускается, чтобы это сразу было учтено в форме кокетки. Мы ведь всегда вывязываем плечевые скосы в других изделиях. И у меня тоже так получилось. Есть уклон плечевой линии. Дальше вяжу 4 одинаковые части прямым вязанием сверху, ввязывая петли кокетки в прямое полотно. 2 части для передней полочки и 2 части для спинки. Для этого надо посчитать, сколько рядов и петель будет в этих частях. Складываем кокетку пополам. И измеряем высоту от верхней точки до нижнего края кокетки и ширину кокетки. Переводим эти значения по своей плотности в петли и ряды. У меня получились такие значения. Высота равна 40 рядам, а ширина четвертинки равна 34 петлям. На 1/4 кокетки у меня 46 петель. А значит, вывязывая этот участок, надо из 46 петель получить 34 петли прямого полотна. Далее надо определиться с начальным количеством петель, то есть сколько петель набрать на плечиках, чтобы начать вязание прямого полотна. Минимальное количество 3-4 петли. Я начала вязание с 8 петель. Зависит от того, какую ширину вы хотите иметь в жилете в районе между проймами. Далее в процессе работы мне помогло графическое построение, где видно, что прямое полотно начинается с 8 петель, и за 40 рядов я забираю от круглой кокетки 46 петель и в конце получаю 34
плюс 8 петель начального вязания. 40 рядов – это 20 обратно-поворотных ряда. И в таблице у меня прописано порядно, сколько петель забрать и добавить в прямое полотно в каждом из обратно-поворотных рядов. Друзья, если возникнет ситуация с невозможностью просмотра видео на YouTube, то сообщаю. Для тех, кто не знает, у меня также есть канал на Дзен, в котором параллельно с этими видео я выпускаю статьи по своим проектам. Ими намного удобнее пользоваться, если нужна информация по схемам, выкройкам, параметрам вязания. Ссылку на свой канал я оставлю в инфобоксе. Проходите, подписывайтесь, чтобы не потеряться. Я посмотрела отснятый материал и вижу, что совсем непонятно, как работать с этой таблицей. Покажу на деле. Я связала имитацию кокетки, сегмент с такими же параметрами, как на изделии. Это ровно четверть и на спицах 46 петель. Прямое полотно я начинаю вязать с 8 петель. Я набрала на спице 8 петель и провязала один ряд изнаночными. Отсчет начинаю со следующего ряда лицевого. Согласно моей таблице, это будет первый обратно-поворотный ряд. Всего я провяжу 40 укороченных рядов или 20 обратно-поворотных. И в первом ряду у меня по моей таблице нужно петель вязания не добавляется, прочерк стоит, но одна петля забирается от кокетки. Вяжу 8 петель. Восьмую петлю мне нужно провязать совместно с первой петлей на кокетке. Возвращаюсь в начало ряда. Первую петлю снимаю. Во втором обратно-поворотном ряду делаю то же самое. Петли вязания прямой не добавляются. На спицах прямого полотна останется по-прежнему 8 петель. И одна петля забирается от круглой кокетки. Опять последнюю петлю провязываю вместе с петлей на кокетке. Возвращаюсь в начало ряда. В третьем обратно-поворотном ряду мне нужно добавить одну петлю в прямое вязание и 2 петли забрать от кокетки. Вяжу 7 петель. Последнюю 8-ю петлю провязываю вместе с петлей на кокетке. И еще одну петлю у кокетки. На этом этапе в прямом полотне у меня получается уже 9 петель. Возвращаюсь в начало ряда. В четвертом обратно-поворотном ряду петли в прямое полотно не добавляются. От кокетки
берется 1 петля. Последнюю петлю провязываю вместе с петлей на кокетке. Возвращаюсь в начало ряда. В 5-м обратно поворотном ряду петли в прямое вязание не добавляются, но от кокетки уходят 2 петли. Значит, последнюю петлю я провязываю вместе с 2 петлями на кокетке. Так, это был 5-й, 6-й обратно поворотный ряд. Добавляется 1 петля в прямое вязание и от кокетки забирается 1 петля. Последнюю петлю провязываю и провязываю петлю на кокетке. На прямом полотне в этом моменте получается 10 петель. В 7-м обратно поворотном ряду добавляется 1 петля к прямому полотну и 2 петли уходят от кокетки. Последнюю петлю совместно с петлей на кокетке и еще 1 петлю. В прямом вязании у меня 8 плюс 1, 2, 3, 11 петель. Восьмой обратно поворотный ряд. 1 петля в прямое полотно, 1 петля от кокетки. Последнюю петлю провязываю и провязываю 1 петлю от кокетки. 12 петель уже прямого полотна. В 9-м обратно поворотном ряду 1 петля добавляется к прямому полотну, 2 петли забираю от кокетки. Последнюю петлю провязываю вместе с петлей на кокетке и еще 1 петлю. Таким образом будет вязаться 10-й обратно поворотный ряд, 11-й, 12-й. В 13-м обратно поворотном ряду встретимся. В 13-м обратно поворотном ряду мне нужно 2 петли добавить в вязание и 2 петли забрать от кокетки. Значит, я последнюю петлю провязываю и провязываю еще 2 петли от кокетки. И на данном этапе у меня должно быть на прямом полотне 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и первоначальные 8 петель, 18 петель.
18 я посчитала. Все правильно. Так, 14 обратно поворотный ряд то же самое. 15 то же самое. 17, 16, вернее, то же самое. Пробежу их за кадром. Встретимся в 17 обратно поворотном ряду. Семнадцатый обратно поворотный ряд. 2 петли нужно добавить в прямое полотно и 3 петли забрать от кокетки. Значит, последнюю петлю провязываю совместно с петлей кокетки и еще 2 петли кокетки. Все сделали согласно таблице. Добавили 2 петли в прямое вязание, но от кокетки забрали 3. Возвращаюсь и, наверное, провяжу все оставшиеся ряды или встречусь вот в последнем ряду перед тем, как ряд будет замыкаться в целый ряд, не укороченный уже. Мне осталось связать последний ряд по моей таблице, в котором оставшиеся 6 петель от кокетки. Все петли добавляются в прямое полотно. Таким образом, ряд получается от начала до конца. Да. И это значит, что одну из четвертушек полочки, передней или задней, они вяжутся абсолютно идентично, мы с вами провязали. Последнюю петлю провязываю и 6 петель, которые остались у меня на круглой кокетке, я провязываю. Вернусь с начала ряда, отпарю полотно и покажу, что получилось. Так я вписала кокетку в прямое полотно. По-моему, получилось очень красиво. Можно брать и в этих осенних цветах вязать еще одну жилетку. У меня сейчас даже стык получился довольно аккуратным. Но я все равно покажу, как я прокладываю тамбурный шов. Для чистоты эксперимента, так сказать. Вторую сторону вязать по такой же схеме. Разница будет, что забирать петли от кокетки придется не в лицевом ряду, а в изнаночном. Вязать эти участки
надо с вывязыванием полос, снова чередуя различные цвета и узоры по вашему желанию. Но желательно или даже обязательно, чтобы на двух передних частях последовательность полос была одинаковой с правой и с левой стороны. Иначе, мне кажется, будет некрасиво. Также и со стороны спинки. Последовательность полос своя, но она одинакова на правой и левой стороне. После того, как будут выровнены обе части, перед и спинки, советую выбрать одну из них в качестве лицевой стороны изделия и продолжать вязать прямо на высоту проймы. На задней части провязать дополнительно 5-6 см в качестве азиатского ростка. При объединении вязания в круговое я делала подрезы по 22 петли. И в круговом вязании вязала 212 петель по кругу на желаемую длину. Закончила резинкой 2 на 2, убавила 12 петель, потому что Drops Nord хорошая пряжа, но она абсолютно не держит резинку. И чтобы не было эффекта юбочки, я убавила петли. Закрыла обычным способом через протяжку, провязывая изнаночными. Пройма у меня получилась очень большой в зеленом жилете, поэтому сделала такую широкую обработку. По краю было миллион кончиков, которые решила спрятать в кетлевку в карман. Набрала на 2 пары спиц. На мелкие спицы здесь использовала 2 мм. Провязала 5 рядов, соединила. И внизу проймы, когда вязала обработку резинкой, убавляла петли, чтобы обвязка не торчала в районе подмышек. Обработку горловины выполнила аналогично, набрав петли на 2 пары спиц, как для кетлевки в карман, но провязала двойную высоту с лицевой стороны и припетлевала к петлям на второй спице. Расход пряжи нереально определить. Скажу только, что вес зеленого жилета у меня 230 грамм, серого 240. И пряжи Drops Nord для обработки ушло 50 грамм. По серому жилету имеются некоторые отличия. Я здесь сделала меньше пройму, сделала обычную обработку кетлевкой в карман, чтобы спрятать кончики, и закрыла с 2 спиц изнаночной. Одинаковая обработка по горловине и по проймам. Здесь в качестве декоративной отделки, когда закрывала тот ряд, в котором круглое полотно входит в прямое, закрывала ряд тамбурным швом и продолжила еще, сделала обвязку веерочками, крючком. Я прощаюсь. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что кого-то вдохновило на создание таких интересных моделей. С такой конструкцией можно связать не только жилет, но и изделия с рукавами, использовать различные техники вязания. Будет смотреться необычно и не похоже на
другие модели. Буду рада вашим комментариям и подпискам, если вы до сих пор не со мной. Всем счастья!